Добрый день, наши коллеги, инвесторы, слушатели. Добрый день, Борис. И сегодня мы будем говорить о рынках, потенциальных рынках для технологии панк и вообще для искусственного интеллекта. И вот я прошу обратить внимание на первый слайд. Здесь прогноз, который сделала очень крупная фирма, которая управляет примерно 60 миллиардами долларов, которая называется ARK Invest. Это прогноз развития искусственного интеллекта, сделанный еще немножко до вот этого эпохального, так сказать, взлета чата GPT-3 еще. И вот фирма предсказывает, что на графике это все можно видеть, вы сможете остановить слайд и посмотреть внимательно, что примерно 30 триллионов долларов к рыночной капитализации за следующие 15-20 лет даст искусственный интеллект. 30 триллионов долларов. Я хочу напомнить вам, что миллиард долларов, а это тысячная доля триллиона, как вы помните, это 14 кубометров банковских 100-долларовых бумаг. То есть это огромное прям пространство, занято 100-долларовыми бумагами. Это миллиард. Здесь речь идет о 30 триллионах долларов. Но надо сказать, что реальность, особенно после того хайпа, который получил чат GPT, превосходит пока вот эти вот прогнозы. Итак, смотрим. Давайте посмотрим, какие-то отдельные рынки возьмем. И посмотрим, как в целом искусственный интеллект может принести какую капитализацию. И посмотрим по отдельным рынкам. Вот разделим на 3, не умножим, что тоже можно взять, а разделим на 3 оценку, сделанную ARK Invest. Не 30 триллионов, а возьмем только 10. И вот если мы будем исходить из того, что только половина этой суммы новые технологии приходящие, которые в 100, в 1000 раз более эффективны, возьмут только половину рынка и посчитаем, что стоимость лицензий на технологию пан-панк будет составлять только 1% от сгенерированного капитала, тогда можно оценить эту технологию только за технологию в стоимости 50 миллиардов долларов. Это огромная сумма. То есть это та сумма, на которую может претендовать чисто технология, то есть продажа лицензий. Давайте посмотрим по отдельным рынкам. Я взял наугад 3 рынка, которые всем понятны. Я их взял только потому, что они всем понятны. Первый рынок – это рынок дистанционной медицины. И я задал вопрос генеративному искусственному интеллекту DeepSeek. Вы, наверное, знаете, это китайская система, очень хорошо работающая. Но то же самое вы можете проверить через чат GPT-5 уже, который работает. Он дает, грубо говоря, примерно такие же оценки. И вот выясняется, что если мы спросим его прогноз к 30-му году, а вот он уже сегодня 25-й, 30-й, вот он, очень скоро, какой будет рост, значит, капитализации в дистанционной медицине, дистанционных медицинских услугах, включая телемедицину. И он дает, что прогноз, значит, к 30 году базовый сценарий это 36 миллиардов долларов. А к 35 году базовый сценарий 111 миллиардов долларов. Посмотрим другой рынок. Я задал вопрос, такой же вопрос, но каков будет рынок для приложений искусственного интеллекта к управлению бизнесом и решению управленческих задач. Он выдал такую оценку мне. Да, кстати, это не короткий слайд, который я вам показываю. Там он выдал простыню из нескольких страниц, где было написано, какими источниками он пользовался, как это считал, по каким методикам и так далее. И вот мы видим, что по базовому сценарию к 30 году это 434 миллиарда долларов. А к 1935 году это триллион долларов. Фактически немножко больше триллиона долларов. По базовому сценарию. По агрессивному сценарию еще больше. И, наконец, третий рынок, который я взял, это беспилотные транспортные устройства и вообще наземный, водный, воздушный транспорт. Управление транспортом. И что он здесь выдал, да? По базовому сценарию для 30 года 153 миллиарда долларов, да? А по агрессивному вообще 300 миллиардов долларов. А к 1935 году по базовому 350 миллиардов долларов, по агрессивному, ну, опять почти триллион долларов. Вот такие огромные суммы, которые даже трудно себе представить.
Я взял всего три рынка. Таких рынков на самом деле намного-намного больше. Но я хочу задать сейчас вопрос Борису. Скажи, пожалуйста, вот выбери тот рынок, может быть, который наиболее интересен с твоей точки зрения. Может быть, это совсем не эти три рынка. И расскажи, что нас ждет, какова будет роль искусственного интеллекта и примерная оценка или что-то скажи о рынке, под эти, то есть о деньгах, которым насытится этот рынок. Ну, вообще говоря, о чем мы говорим, что мы продаем? Это интеллект и насыщение интеллектом нашего окружения. Рынки не сводятся, конечно, к медицине, транспорту и управлению бизнесом. Да, интеллектуальный дом – это огромный будущий рынок. Интеллектуальный автомобиль, домашний робот, который будет помощником в чем угодно. Система, о которой мы раньше говорили, альтер-эго, второе я. Партнер, помощник, друг, агент на интернете. Все это достаточно известные и широко рассматриваемые рынки. А я хочу коснуться рынка, который тоже рассматривается, но не очень сильно соотносится с искусственным интеллектом. Это рынок удовольствий для человека. Понимаете, какая штука? Э, Удовольствие человека существует две большие группы. Первое – животное удовольствие. Те, что нам достались от животных. Это очень хорошее удовольствие. Это удовольствие от еды, секса, отдыха, удовольствие от победы, от управления, от власти. Это животные удовольствия, они тоже развиваются. Но вот для них интеллект не так уж сильно и нужен. Сила есть, ума не надо. Старое высказывание. А вот цивилизованные удовольствия немножко отличаются. И здесь страшно интересная вещь. Фокус в том, что огромное количество людей живет малым кругом удовольствий, вот этими животными удовольствиями. И они даже не знают, не подозревают, не могут поверить, что существуют другие удовольствия, что существует удовольствие от творчества. Я думаю, не ошибусь, если оценю количество людей, которые способны на творчество и получают от этого огромное удовольствие, ну, от 5 до 10% всего населения. И это гигантский ненасыщенный рынок. Он начал Борис, насыщать. давай уточним. Речь идет об интеллектуальных удовольствиях, об интеллектуальном творчестве. Да. Что такое интеллектуальное удовольствие? Понимаете, вот, ну я скажу о себе. Я встаю утром, и у меня одна мысль – поскорее бы добраться до моего лаптопа и сесть за него. Я сижу, пока, так сказать, не заболит спина от сидения. Я иду покушать и по-быстрому снова к лаптопу. Ну, иногда посплю часок в кресле. Меня тянет к нему, как наркомана, к наркотику. Но он не разрушает мое здоровье, он его усиливает, это я точно знаю. Он очень мне помогает. И самое главное, это не острое удовольствие. Вот не как там выпил бутылку коньяка, а потом валяешься пьяный, не как вколоть наркотик, не пробовал, но подозреваю, что это такое. А это такое постоянно действующее, очень приятное, привлекательное ощущение. Это удовольствие от жизни. И вот этим владеет ничтожная часть людей. Постепенно идет развитие. Уже сейчас компьютеры и интернет ввели разного типа игры. Множество игр, там
мультивселенная и виртуальные и прочее. Понимаете, какая штука? Этого еще мало. Это скорее такое, как в кино, наблюдательное удовольствие. Смотрим на приключения Шварценеггера. А вот самим переживать это гораздо интереснее. И именно появление простого, дешевого, легко развивающегося искусственного интеллекта, о котором мы говорим, системы ПАНК, позволяет сделать совершенно колоссальный шаг, следующий шаг в получении удовольствия. И возникает один дополнительный вопрос. Да какое удовольствие, если я потеряю свою работу? А это реально грозит очень многим. И уже сейчас теряют работу благодаря искусственному интеллекту. И вот здесь вот вспоминается наша история. Начало XIX века, погромы, лудиты разрушают машины, потому что машины лишают ткачей средств на жизнь. Разрушить им особо много не удается, скорее разрушают свои собственные жизни, а проходит 15-20 лет и выясняется, что работы-то стало не меньше, а гораздо больше. Не для ручного ткача, но для ткача на машинах, для докера, для железнодорожника, для массы людей. Просто если раньше ткали там на всю жизнь одну какую-то рубаху, то теперь возникает куча разных одежд. Идет потрясающее развитие на базе машин. И рабочие приобретают прекрасное положение. Их становится недостаточным. Капиталисты борются за рабочих, за привлекание лучших к себе. И вот это тот же самый путь, по которому мы сейчас идем. Да, кто-то сейчас теряет работу. Но не за 20 лет, а за год буквально можно переучиться на более интеллектуальную работу. Заметьте, во времена лудитов к машинам уходили работы землекопа, молотобойца, самые неприятные, самые тяжелые работы. А сейчас к машинам уходят примитивные расчеты. Не надо сидеть и крутить ручку арифмометра бухгалтеру. Уходят самые простые работы, и люди имеют шанс перейти на более высокие. Очень опасен всегда был переходный период. Но при сегодняшнем состоянии общества это не проблема. Людям можно дать возможность обучаться, людям можно дать возможность комфортно перейти к новым, более высоким специальностям, профессиям, которые и дадут огромный уровень постоянного удовольствия для человека. И вот это, на мой взгляд, самое главное. Я не в состоянии оценить это в экономических цифрах. Более того, может быть, даже и не надо чисто в экономике оценивать. Точно появится предельно привлекательная для людей система, неизбежно создаст огромную экономику. Вопрос в том, это будет 100 миллиардов или 200 миллиардов или триллион, в самом деле сейчас не очень актуален. Давайте делать. Борис, вот очень согласен с тобой. И хочу только добавить, что развлечение может стать очень умным. Оно и так становится умным. И сейчас есть очень умные игры, инженерные игры, в которых дети складывают, значит, здания, строят города, самолеты и так далее. И те, кто это делают, они прямо, вот, ну, я беседую с подростками, они прямо, ну, так сказать, очень хорошо тренируют свой мозг и набираются знаний, реальных знаний о тех же самолетах, зданиях и так далее. И в этом плане учение с развлечением, благодаря искусственному интеллекту, может выйти на абсолютно новый уровень. Уже сегодня, на самом деле, рынок образования,
он же соизмерим, мало кто это знает, с рынком автомобилей, например, да, то есть это огромный-огромный рынок. Поэтому вот это самое развлечение, которое одновременно является обучением, это очень-очень перспективный рынок, о котором, ну, то есть совершенно с тобой согласен. Спасибо большое за этот диалог. Очень интересно, ты тоже развернул этот диалог. Ну а наших друзей приглашаю на следующий диалог. А мы пока завершаем. Всем удачи и продвижения, а нам и человечеству продвижения панка. Все.